Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Артем Дмитрук прямо сейчас на связи. Это народный депутат Украины. Артем, приветствую вас. Да, всем добрый день. Артем, понятно, что топ-тема дня сегодняшнего – это ситуация вокруг Покровска, это то, куда все выльется, да, как ведет себя военно-политическое руководство, как говорят об этом, что заявляют и что мы видим на земле. Но мы об этом поговорим позже, потому что начать наш сегодняшний разговор я предлагаю с владыки Арсения. Это просто что-то неимоверное. Это прям в один день вчера, да, в 3 районных судах заседание, его выпускают под залог, сразу принимают, сразу везут. Скорая в зале суда, в общем, выводят, давление скачет, и в конце концов до 10 октября принято решение его держать под стражей. Инкриминируют вот, ну, опять-таки, да, как бы потворство российской пропаганде и всего, собственно, оправдание агрессии и так далее. Вот эта вот статья. Вообще, конечно, суд уже давно перестал быть самым гуманным в мире, в Украине. Это понятно, и вы лично и сами с этим сталкиваетесь. О вас мы тоже поговорим сегодня, о вашей экстрадиции из Лондона. Но меня интересует другой момент. А зачем так кошмарить владыку Арсения? Ну почему не дать домашний арест? Куда он денется? Да, здесь, конечно, можно о многом говорить и предполагать. Я благодарен, Александр, вам. Я знаю, что у вас есть большая аудитория православных людей, которые вас смотрят и узнают на самом деле о объективной информации именно из ваших источников. Поэтому первое, что я хочу сказать, и первое, к чему я хочу призвать, это к сугубой искренней молитве за нашего дорогого владыку Арсения. Потому что сегодня то, что он переносит на себе, это его крест за всех нас, за всех православных верующих. Здесь, конечно, то, что мы с вами видим, я бы сказал, не то чтобы тяжело, невозможно вообразить просто человеческим умом, человеческим сознанием. Объяснить то, вы знаете, я уже давно, значит, не говорю о законности или о беззаконии или о нарушении прав человека внутри, значит, режима, созданного Зеленским, да, но мы вынуждены констатировать то, что, конечно, это абсолютное беззаконие. Здесь важно сказать следующее, что это, Александр, та самая религиозная война, которую я, например, хотя я один из первых людей, который встал на защиту нашей православной церкви в Украине, я фактор религиозной войны как основной причины и составляющей того, что мы видим сегодня в Украине, я вам скажу честно, я отрицал. То есть, когда многие западные спикеры, значит, политические аналитики, прогнозисты и отечественные называли, значит, причинами возникновения конфликтов современных именно религиозные, значит, основания, да, я это отрицал. Но сегодня я вам могу с полной уверенностью, ответственностью заявить, что мы с вами сегодня свидетели как раз религиозной войны на территории Украины, а именно уничтожение православия на территории Украины. Вы знаете, еще будучи в парламенте, в одном из эфиров, прямом эфиров телеканала, я сказал примерно следующее. Початок гонінь на українську православну церкву – це початок кінця державності як такой. Сегодня я могу уже вам с полной ответственностью подытожить и сказать, что это было началом. Мы не будем затрагивать период еще, значит, Порошенко, привезения Томаса, начало раскола и так далее. Мы говорим с вами о тех событиях, в которых мы с вами уже активно участвуем, и которые активно развиваются.
Так вот, это конец той постмайданной политики и той повестки, которая была ярко реализована в Украине. И сегодня все то, что мы с вами сегодня будем обсуждать, все то, что мы с вами сегодня видим, для меня здесь нету никаких сомнений. Это следствие того, что происходит по отношению к нашей церкви. Что же касается нашего дорогого, и в частности нашего дорогого владыки Арсения. Важно сказать, что владыка Арсений требует, немедленно, сложной операции на сердце. Ему необходимо проходить сложное лечение. Об этом знают абсолютно все, от самого простого секретаря и судьи до самого Зеленского, собственно, который и своими руками делает это по отношению к владыке. Давайте, я уже много сказал, по Арсению. Первое. Зеленский и его режим ненавидит православие и все, что с этим связано, и всех православных. Это первое. Зеленский, как я уже говорил не раз в вашем эфире, это бес во плоти. То есть это бес. И ему не свойственно и свойственно бороться с истиной, добром и любовью. Дальше. Если говорить про такие технические, мирские положения, то, что происходит по отношению к владыке Арсению, это показатель того, что может быть с другими архиереями, с другими православными людьми. Здесь же они четко прощупали и увидели, и тонко спрогнозировали эту историю, что противостояние не происходит среди православных, действовать можно, и они таким способом показывают, что будете, возмущаться, будем с вами действовать так. Владыка же Арсений был очень и является очень авторитетным архиереем не только в Украине, а во всем православном мире. Нужно упомянуть, дальше, может, кто не знает, дальше, он является настоятелем Святогорской лавры. Да. Святыни, которая там... переходила в общем, там бои сейчас в том районе, и действительно святыни, пострадавшие, в том числе во время войны, но тем не менее принимали его изначально, первый скажем, первое дело, да, по которому он вышел под залог, это за то, что он во время проповеди чего-то сказал о блокпостах, якобы, и тем самым слил размещение вооруженных сил Украины в районе монастыря. Хотя там фраза была, это есть видео, то есть, в этом мало кто хочет разбираться сейчас, видите, это все затирается и отодвигается в памяти, где он говорит, что несмотря на то, что там сложно, мы все равно пришли в храм, да, проехали блокпосты, притянули за уши эту историю, но есть определенные аспекты, здесь можно с вами согласиться, что это показательная порка значимого, настоятеля, да, значимого владыки, очень авторитетного, потому что Святогорская лавра — это одна из 3 святынь вообще Украинской Православной Церкви, ключевая, наверное, да, одна из ключевых святынь вообще на Юго-Востоке так точно, да. На Юго-Востоке так вообще действительно единственная. Продолжайте, пожалуйста. Да, поэтому тут очень важно, что вы отметили, что владыка Арсений со всей своей братьей, с монастырем, с прихожанами, начиная с 2014 года, они постоянно были в очень тяжелом положении. Они вне зависимости ни от чего оказывали огромную помощь огромному сотням тысяч людей, переселенцев, беженцев, людям, которые остались без покрова, без средств для существования, без документов. В Святогорской лавре по сегодняшний день живет большое количество людей, которые остались без крыши над головой. И все это владыка Арсений делал сам, никогда ни у кого не просил помощи, тем более никакого государства и так далее. Собственно, как и другие архиереи на территории нашей страны и в Одесской области и так далее. Здесь же существует еще один очень важный фактор. Зеленский хочет обменять владыку Арсения. То есть они хотят обменять нашего владыку Арсения на какое-то большое количество, условно важных для них, каких-то военных.
Это уже проходило не раз. Мы знаем прекрасно, что военных русских для обмена у нас в Украине нету, или их существует мизерное количество. Поэтому Зеленский постоянно ищет, скажем так, значимых людей для того, чтобы провести обмен и забрать какое-то количество значимых для него военных. В свою же очередь, владыка Арсений, логично, правильно и понятно, он отказывается от обмена, потому что он гражданин Украины, он патриот своей страны, он любит свою страну, он живет и служит своей пастве, своим прихожанам, да, своему храму. И почему он должен идти на обмен? Они делают все для того, чтобы он это сделал, то есть проводя его через нечеловеческие условия, через ежедневные пытки, да, чем свидетельством мы являемся сегодня. Поэтому факторов для того, чтобы уничтожить владыку Арсения, существует множество. Мы с вами начали из глобального, да, о том, что это религиозная война в общем, о том, что Зеленский и его окружение ненавидят православие в частности, и то, что это показатель по отношению к другим архиереям и другим членам православной церкви, что может быть с ними. Ну и, конечно, это то, что его хотят просто обменять, а владыка Арсений не представляет для себя это возможным. Хотя я знаю разные мнения о том, что многие говорят, что в церковных кругах о том, что ему нужно было бы это сделать для того, чтобы продолжать жить, продолжать служить, продолжать проповедовать. Вот. Но владыка Арсений выбрал для себя такой вот исповеднический путь, и это, конечно, заслуживает похвалы и наших крепких молитв за него. Поэтому, Александр, мы сегодня свидетели того, что не поддается человеческой логике, объяснению, а можно только понять это, читая Евангелие святых отцов. И мы с вами сегодня свидетели невероятных событий в жизни церкви и государства. Потому что когда-то, через десятилетия и столетия будут совершенно по-другому оценивать и рассказывать про этот период. Главное, что все живы остались, это такой момент. Потому что, знаете, не надо же тело Арсения менять, если цель задача обмен. А мы знаем, что за священников просят больше, количество вооруженных сил. Вообще, конечно, цинизм редкой степени, это неоднократно повторяется и в наших эфирах. Важны слова. Вот мы с вами встречаемся сегодня в день Казанской иконы Божьей Матери, и вот Арсений на суде сказал, после того, как его отправили на 60 дней в СИЗО в очередной раз: сегодня главное быть с людьми, а не нелюдью. Не думайте, что мы сегодня проиграли. Нет, ничего мы не проиграли. Мы с Богом остались и с совестью чистой. О чистоте совести много мыслей последние дни, потому что заявление Зеленского о Покровске, о 60 людях, которые со стороны России зашли в Купянск, а 200-300, которые сейчас в Покровске. Рёбке сегодня говорит, в Покровске 85% контролируются военными России, но нам говорят 300 человек, 300-400. Плюс показывают Буданова, который что-то там деблокировал и завел какие-то дополнительные силы. Так, по крайней мере, ГУР сейчас, в общем-то, расставляет акценты. На ваш взгляд, к чему идет ситуация в Покровске? Насколько ее, внимание, не военный вес, а политическое значение сейчас может сказаться на дальнейшем ходе войны, да, вот этого противостояния? Да, я благодарен вам за то, что подвели очень хороший и вместительный, итог на вопроса по владыке Арсению. И правда, во время, своего последних минут пребывания в зале суда, перед тем, как отправиться в тюрьму, он сказал, что нужно оставаться людьми, и для нас самое главное — остаться со Христом, с Богом и с чистой совестью. И это правда, это задача и миссия, всех православных христиан. Что же касается Покровска, Александр, знаете,
Мы с вами же в каждом эфире, и вы со мной, и с многими даже военными экспертами, более дотычными людьми до военного дела, да, и политтехнологами, экспертами, историками, на протяжении всей войны, начиная, вот имеется в виду войны, я беру в контексте с 24 февраля 2022 года, обсуждали те или иные перестановки на линии фронта, те или иное продвижение, наступление, значит, украинской армии и так далее. И я хочу вот задать вам вопрос, на который прошу вас очень коротко ответить. Лично для вас, как для человека, который погружен достаточно хорошо, особенно в информационные процессы, и, конечно же, обладаете какими-то знаниями с фронта, потому что так же, как и у меня, и у всех есть какие-то знакомые, друзья, которые служат, воюют. Для вас сегодняшняя ситуация на фронте – это неожиданность? Нет, смотрите, с военной точки зрения нет. Для меня это неожиданность с военно-политической, с политической точки зрения, потому что когда информационное пространство во время военной, достаточно тяжелой ситуации, я не буду говорить катастрофы, там еще чего-то, не потому что там это не является ситуацией катастрофой, а потому что, давайте так вот, да, вот звучит, а вот президент лжет, а может лгут президенту, а президент ли это? Понимаете, для меня очень показательная ситуация, вот если обсуждать, сейчас будем обсуждать Покровск-Купянск, показательна вот эта ситуация с дронами убивших людей в Купянске, под Купянском. Когда там семья выходила, там собачка, человек с белым флагом, и дрон убивает человека, гражданского, ну то есть не военного. Одного, потом второго. И вот сейчас начинается вот такая история. А чей это был дрон? Россияне говорят украинский, украинцы говорят российский. Причем вчера первые россияне сказали, сегодня уже потом украинцы нарисовали, это там на военных сослались. И вот ты сидишь и понимаешь, вот как можно это комментировать? Да? Ну вот как можно? Это военное преступление, однозначно. Это жесточайшая история. Люди в Купянском районе, там, которые остались, их небольшое количество, они уже давно без света, без воды, они претерпевают лишения, они взяли какую-то простыню, намотали на палку, пытаются уйти. А их лишают жизни, да, дроном. Конкретно, четко в цель, прицельно. И вот тут, наверное, приоритеты другие. Потому что нам за эту всю войну начинают рассказывать: врут одни, врут вторые. То есть врут русские, врут украинцы. Так а гибнут-то люди обычные. Да, вот так они гибнут. И правды мы не добиваемся. Но сейчас показательный момент, что эта формулировка «ложь о Покровске», она сейчас на украинской стороне. Когда Безуглая говорит, что Зеленский говорит неправду. Когда военные говорят, надо уходить было еще вчера. Нам рассказывают, что все хорошо, нет никакого окружения. Когда Сырский там ездит, тоже комментирует эту ситуацию, совещания на камеры проводят. Понимаете, когда нам говорят: не смотрите в сторону Покровска, а вон мы НПЗ очередной поразили. Вот этого я не мог. Вот это для меня неожиданность. Поэтому, собственно, мы это и обсуждаем. Да, но что же касается Покровского направления, то я не знаю, почему вот вы сказали, что это не катастрофа. И вы, наверное, имели в виду, что это не катастрофа в целом для общеполитической, значит, или той режимной ситуации в Украине, или в целом для коллективного Зеленского. Отчасти да. Но я хочу вам утвердительно сказать, что, значит, ситуация в Покровске – это катастрофа и трагедия. Почему? Потому что там, как и по всему времени войны, гибнут люди, как вы уже указали, гибнут мирные, и здесь правды мы не найдем, и она находится где-то посредине, потому что во время войны, тем более в прифронтовых зонах, выяснить и понять, какая ракета, какой дрон, какой формы и откуда залетел, и кто убил мирных,
Это русские будут говорить, что это украинцы убили своих граждан, да, украинцы будут, естественно, говорить, что это русские. Это, значит, информационная война, пропаганда, и такого каждый день там десятки, да. Мы же, там происходит много событий во время просто, когда идет огонь из оружия стрелкового, да, не только из дронов, и тоже страдают люди, которые там еще пытаются выехать и так далее. Поэтому для меня это катастрофа и трагедия. Первая, конечно же, в человеческом отношении, потому что гибнут люди и солдаты в том числе. Дальше. Для меня это трагедия и катастрофа, потому что в окружении оказывается большое количество людей. Опять же, российская сторона может заявлять, что это там 5-6 тысяч солдат украинских, находящихся в окружении. Украинская сторона, Зеленского слушать вообще очень интересно, потому что он говорит, что там находится, значит, 60 русских военных, а то 170 или 200 тысяч, которые сосредоточили все свои силы на Покровском направлении. Таких 60 или 200 до конца так и не стало понятно. Главное об этом говорить громко, уверенно и так далее, доносить ту политическую информацию, которая необходима. Поэтому, вот смотрите, даже если в окружении там 500, 1000 наших солдат, это уже трагедия. Та трагедия, которую можно было бы легко предотвратить. Просто вывести войска с помощью того же Буданова, которого в конце уже, значит, туда определили. Просто переформатировать эту ситуацию. Не что-то там освободить, зачистить, как они говорят, Покровск, да? А можно было организовать историю о выводе наших войск и спасению жизни. Поэтому, что касается Покровска, помните, мы с вами тоже не раз указывали, что фронт может не двигаться там очень быстро. Если это смотреть по всему объему карты Украины, как это привозит Зеленский западным там лидерам, там Трампу и в Европу, и показывает, да что там, смотрите, здесь там пару населенных пунктов, я их сейчас, мы быстро их отвоюем контрнаступлением и так далее. Но здесь же мы с вами говорили не раз. Основной вопрос в чем? В том, что даже не сильно продвигаясь по линии фронта, Украина теряет ресурсы. И самое главное, это человеческий ресурс, который невосполним. Украинцев, как я говорю, клонировать не научились. А западные, любые структуры, любые армии других государств не будут воевать на территории Украины. Поэтому это все происходит в прогрессии. И Покровск, я бы назвал это так, это старт трагедии и старт катастрофы. Это еще нельзя назвать полным прорывом, всеобъемлющим прорывом на линии фронта, но это можно назвать зеркалом тех событий, которые будут происходить системно завтра. Это не значит, что через 3 месяца, через полгода русские солдаты будут во Львове или европейским лидерам нужно уже одевать каски. Нет. Это еще не значит, но это значит, что трагедия для Украины, она усиливается и ускоряется. И все это невозможно рассматривать без комплексного взгляда, а именно смотреть на те события, которые еще происходят в Украине. Это кризис, это нарастание всеобъемлющего недовольства, это преследование, все большее преследование граждан Украины. Помните, когда мы с вами еще говорили, что ситуация будет обостряться, когда это начнет касаться все большего количества семей. То есть еще 6 месяцев назад в Украине были люди, которые могли с полной уверенностью сказать, что видео с ТЦК – это фейк или, значит, российское ИПСО. Но сегодня таких людей становится все меньше. И все больше семей столкнулись с гибелью родных на фронте, с похищением ТЦК, с преследованиями, с пытками и так далее. И это противостояние, оно нарастает. Да, оно не выражается в форме протестных движений условного Майдана, но оно выражается в очень точечных и частых случаях. И мы видим с вами, что даже процесс преследования, наказания, судебные, тюремные наказания, они не пугают людей. И каждое новое противостояние становится все жестче.
скажем так, да, ну, мы с вами свидетели там разных событий на территории Украины. Поэтому вопрос Покровска, трагедии Покровска нужно рассматривать очень и очень комплексно. Не только с позиции того, что там трагедия, и мы с вами прекрасно понимаем, что потребуется еще не так долго времени, чтобы Зеленский уже не смог врать о происходящих событиях в Покровске, потому что они очевидны, они как на ладони. Знаете, месяц назад, уже даже больше месяца назад, мне писали ребята из Покровска о том, что, понятно, их не эвакуируют, понятно, что их не меняют, не забирают 300-х, не забирают 200-х, о том, что у них нет обеспечения. Еще месяц назад они мне об этом писали. Это уже было, и все об этом знали. Но почему это так происходит? Потому что Зеленского на кону его политическое заявление, его удержание власти за счет именно этого. Потому что он это обещал. Обещал Подождите, Трампу, обещал там западным партнерам и так далее. Давайте так, смотрите. Давайте. Падение Покровска и Покровская катастрофа. Наоборот же, Зеленский предстанет опытным руководителем, мудрейшим главнокомандующим, если вовремя выведет войска, то есть скажет, да, это тяжелое решение, но ничего страшного, отвоюем потом, зато мы людей уберегли. Сейчас вот эти заявления Зеленского вчерашние, например, о том, что, в общем, опять-таки, ложь в отчетах, в рапортах, да, он поднимал эту тему. Ложь в рапортах. Главное сохранить людей. Это звучит уже как-то, как-то не впопад. А если бы были какие-то конкретные действия, тогда бы да. А тут получается, смотрите, до последнего считать, что все хорошо в Покровске, а потом раз его не становится, условно, на линиях боевого соприкосновения, это же, конечно, удар мощнейший по репутации. Ну, вот мы с вами сказали, что он еще сможет, грубо говоря, стать героем, провести какую-то эвакуацию. Все, этого уже сделать будет невозможно, как бы он это ни представил. Поймите, большое количество людей знают об этом и задействованы в этом. Поэтому обмануть и сказать, когда уже Покровск пойдет, и сказать, что я мудро сделал эвакуацию, этого он может это сказать, но это уже не пройдет. То есть правда уже на поверхности. От участников, от родственников, от военных аналитиков там и экспертов. Дальше вы входите вокруг да около именно политического значения этого процесса. Я считаю, что это исключительно, и просто мне, честно, не укладывается в голове рассматривать политическое значение, то, о чем постоянно думает Зеленский с своего первого дня пребывания на посту, это я вам говорю как свидетель этих событий и участник, что политическая прерогатива, политические решения, взгляды на политическое будущее о выборах – это их цель номер один. И в каждом своем решении они не рассматривают значение вопроса с точки зрения инфраструктурной правильности, коммуникационной правильности, военной правильности и объективности, а исключительно с точки зрения политической, то, подводя итог, я хочу сказать, что в этом вопросе, даже политических выгод они для себя не получат никаких. Это исключительно не просто катастрофа и понятно, военный проигрыш и так дальше, но это огромнейший политический проигрыш. И это еще один инструмент и возможность для того, чтобы через руину перейти к перезагрузке. Потому что я считаю, что как раз то, о чем мы тоже с вами говорили, что наступит руина. Но это маленькие руины, из которых состоит большая. И на пути к этой большой руине возможны изменения. Вы же смотрите, еще важно понимать одну простую вещь. Зеленский знает одно простое. Украина большая. Украина большая. И если даже сейчас, грубо говоря, они потеряют левобережную Украину, то он себе думает, и ему об этом рассказывают, что он без проблем сможет дальше жить, политически руководить на территории левобережной Украины. Понимаете? Это же не сейчас придумано. Зеленский, все его руководство еще до 24 февраля 2022 года у них было эти планы, эти мысли, чтобы в случае критической ситуации
все быстренько переехали на Западную Украину. Туда же уже переехали большое количество народных депутатов, представителей Кабинета министров и так далее. Это я вам говорю как свидетель этого. Поэтому их, в принципе, не беспокоит то, что может происходить на линии фронта. Но в целом для ситуации это очередная возможность для изменений. Ну, например, как многие эксперты говорят о том, что критическая ситуация, вот совокупность общественного недовольства, трагедии на фронте и так далее, может наступить весной, да, и должны произойти какие-то изменения. Там, или, значит, смена руководства, там, или, значит, временное правительство, или даже выборы, да, к чему там Зеленский постоянно готовится. Я вот хочу знаете, подвести итог в этом. Я много знаю и слышу там мнений, позиций западных экспертов там, и так далее. И многие из нас знали и слышали позицию о том, что 9 мая 2025 года должна закончиться война. Да? Это было логически, понятно по отношению Трампа к вопросу в Украине и так далее. Но этому стали препятствием просто лоббистские поездки главного лоббиста войны там, Зеленского, его там сторонников, его представителей там, в Европе и так далее. И ситуация поменялась. Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что трагичность и пиковая ситуация может наступить уже весной, обоснованно, учитывая все факторы, да. Но это не показатель того, что Зеленский уйдет и произойдет какая-то сменная конструкция. Хотя это очередная надежда на это. Ну, погодите. Отдельные раввины говорят, что прям в январе 15 числа большие люди сказали, все и закончится. Это правда, это правда. И вы мне можете прокомментировать... Ну вот на фоне вот этих новостей из Покровска, которые мы сейчас перевариваем, как выглядит телодвижение Зеленского? Значит, Вовина 1002, поддержка там малоимущих на зиму, зимняя поддержка называется. Дальше, вопрос зарплат военным, плюс до этого там разные еще повышения, да? И что особо цинично выглядит на фоне того, что под Покровском сейчас гибнут и в заточении, и очень сложно выйти русифицированным, мобилизованным, не только те, которые там сами пошли добровольцами, а тех, которых запаковали и отправили. Предложение о том, что давайте вводить контракты. Год контракта, там, получаешь 600 тысяч в течение года, да, там сразу 50 на руки. 2 года контракта, там больше увеличивается, единоразовая выплата сразу, да, и потом разбивка. И вот эта разбивка идет аж до 10 лет. То есть там, кто хочет стать миллионером, да, подписывай контракт с ВСУ на 10 лет, получаешь сразу сумму, а потом 10 лет будешь остаток тебе будут выплачивать. И все как-то так разводят руками, говорят, ёлки-палки, подождите. У нас в медиапространстве идет жесточайший хейт в отношении ухилянтов. Вы ухилянты, вы такие-сякие, вы это... А тут, с одной стороны, их вроде как все хейтят и унижают, паспорта угрожают забрать вообще, на 0 умножить. А с другой стороны, им дается, вот смотри, какие условия. А те бойцы, которые там служат с 23-го года, например, как у одного из журналистов ТСН, брат погиб в субботу от прилета по месту построения. То есть вот, с 23-го года служат, все вроде как такие мощные, ну, уже опытные. с опытом бригада его. Они все равно их берут, строят, туда прилетают, и, ну, это по глупости, это не в каком-то героическом бою они погибли, а потому что, ну, вот эти сапоги армейские жмут генералам. И вот этим всем людям, как читать эти новости о том, что Зеленский думает вводить вот эту, как это, срочную, или как не срочную, контрактную службу с возможностью демобилизации? Да, но здесь я бы сказал бы так, смотрите, глупость политического руководства мы с вами, знаете, уже с десятками экспертов и аналитиков и свидетелей зафиксировали еще до 24 февраля 2022 года.
А страх и ужас же и катастрофа в чем? Что сейчас эта глупость перенеслась на военно-политическое руководство, потому что Зеленский является верховным главнокомандующим, да, и он отдает все основные и не очень решения, да, и принимает их. Поэтому глупость здесь запредельна и очевидна. Дальше, то, о чем вы говорите, что, значит, возможность как-то вмотивировать, возможность как-то поспособствовать мобилизированным людям, ну, я бы правильно сказал бы, украденным, похищенным людям из улиц там, и так далее. Никто не думает, как к этому относятся там те солдаты, которые там с 2014 года, с 22 года, там, с 23 года на линии фронта. Об этом никто не думает. Почему? Потому что что о них думать, если, скорее всего, они не вернутся, да, с линии фронта. И Зеленский об этом не раз заявлял и подтверждал это. В ротации до сих пор нету, и других инструментов до сих пор не существует. Так вот, Александр, я хотел бы с вами, знаете, в этом вопросе поднять такую тему, что для нас с вами является очевидным, что главным инструментом войны, как и любого другого процесса, является, собственно, человек, собственно, люди, да? То, о чем мы сегодня уже с вами говорили, что невозможно руководить супертехнологиями, суперракетами, дронами в любом количестве без людей, без специалистов. Ну и также самым важным фактором, самым важным значением являются ноги, руки и, собственно, сама пехота на войне. Это самое главное. Это то, что сегодня у Украины заканчивается и что невозможно наполнить. Я считаю, что никакие сегодня методы, факторы, денежные вознаграждения, супероружие из Запада не сможет способствовать тому, чтобы люди получили ту мотивацию, ту, скажем так, мобилизацию общества, которая, допустим, была там после 24 февраля 22 года. Да, это невозможно. Сегодня на территории Украины остались только те люди, которые уже ни при каких условиях умирать за Зеленского не будут. И я здесь подчеркиваю именно это, потому что те люди, которые еще у них в мыслях даже есть, особенно на линии фронта, ответственные военные, которые еще хотят и мотивированы воевать, они на самом деле еще есть. Я знаю такие бригады на Херсонском направлении, да и в других местах. Они еще остались. Это правда. И у них это не отнять. Они до последнего. Но те люди, мужчины, огромное количество, миллионы мужчин, которые остались еще на территории Украины, они, первое, делают все возможное, чтобы не попасть в руки ТЦК. После попадения в руки ТЦК они не подписывают документы в этих территориальных центрах. Кто-то откупается, у кого нет возможности, того даже могут забить до смерти, кто-то убегает с самого ТЦК, кто-то с распределения, кто-то с учебного центра, а кто-то с линии фронта. Понимаете? Это я к чему все веду? То сегодня человеческий фактор в Украине является основным и самым базовым и фундаментальным. Нету людей, нету возможности дальше реализовывать любые задачи на фронте. А нету людей, потому что военно-политическое руководство ведет абсолютно глупую военную и внутреннюю политику там повсеместно в Украине. Но хочу подвести итог, что, знаете, это как говорят, вот искусственный интеллект там захватит мир. Да? Но это невозможно, потому что любым искусственным интеллектом, любой программой, любой информацией, любой структурированием, наполнением управляет человек. И также и здесь этой войной руководят и являются ее функционерами люди, а, к сожалению, они заканчиваются. Вы знаете, я смотрел разные прогнозы, открытые и закрытые, и западные, о том, что война в Украине, я не хочу даже говорить уже, закончится или наступит мир, не хочу просто. Но это от года до 3 лет, и основным фактором этому является как раз основной ресурс, и это человеческий. Поэтому... Подожди, вы сейчас как бы крутитесь вокруг фразы «до последнего украинца».
Ну, это ужасная как бы фраза, да, понятно, она звучит как, скажем так, основной лозунг, значит, этого движения, да, но по сути, значит, время окончания войны в Украине было назначено давно. Вот, если хотите, да, это так. Мгм. Так вы не среагировали на раздачу слонов Зеленским? Слушайте, зимняя поддержка. Выходит Свириденко, говорит: не, ребята, это не популизм. Мы здесь, чтобы помогать людям. Вот мы и помогаем. Выплаты. С каких шишей? Выплаты? Ну, смотрите, ну, так же, как и я смотрел какие-то там невменяемые абсолютно акции по поводу того, что люди могут поездить 3000 километров там на поезде и все остальное. Ну, простите, ну, более дурацких инициатив, более дурацких предложений сложно придумать. Ну, вы представляете вообще человека, вот, который сегодня реально сидит без денег, реально сидит под обстрелами, реально сидит без возможности вообще спланировать завтрашний день, ему говорят: послушай, гарна инициатива правительства, попутешествуй. А мужик, который сидит уже 3 года вот так под окном, только смотрит, когда ТЦК идут, он прячется на чердак, он вообще думает: ну что, вообще нас за лохов здесь держат, да? Что мне, покататься, чтобы меня в поезде быстрее мобилизовали? Понимаете, все эти инициативы, они не имеют ничего общего с реальностью. А что касается денег, смотрите, деньги на социальное обеспечение воинственная часть Запада еще какое-то время сможет предоставить. Это правда. И мы же должны понимать, что людей в Украине становится все меньше, миграционная политика абсолютно ужасная, число людей, которые покидают фронт, вам тоже известно, да, по официальным данным, заведенным уголовным делам, это более 20 тысяч человек, ушедших с фронта, да, тысячи людей ежедневно покидают территорию Украины, и мужчины, и женщины, и дети, и подростки, поэтому денег на социальное обеспечение требуется все меньше. Поэтому вот заплатить какие-то подачки, ну, какие-то деньги найдутся. Артем, вчера стало известно, что закончили расследовать дело вашего коллеги, народного депутата Евгения Шевченко. Его передают в суд и, в общем, просят пожизненное заключение. Вообще ситуация такая, достаточно специфическая. Значит, он там 14,5 миллионов гривен получил на счет, потому что, пользуясь своими связями с Лукашенко, в общем, махинации проводил на удобрениях. Ну и, конечно, да, подрывал государственную безопасность, в общем, высказывался не так хорошо, как должен был быть. Как вы думаете, этот приговор просят ровно вот по той же причине, с которой мы начинали наш сегодняшний разговор, по владыке Арсению, чтобы поменять Шевченко? Нет, я думаю, что то, что происходит с Евгением Шевченко, это исключительно, ну, значит, первое давление на, значит, народного депутата, такая показательная акция для того, чтобы у других народных депутатов даже не возникало желания выступить против Зеленского, даже не возникало желания говорить о мире, о каких-то конструктивных решениях, даже не возникало желания защититься за церковь, потому что я хочу напомнить, что Евгений Шевченко – это единственный мужчина, народный депутат Украины, который стоял рядом со мной на трибуне. Рядом со мной еще стояла Виктория Гриб, народный депутат, которая, кстати, все время проводит с владыкой Арсением, единственная женщина, которая проводит с владыкой Арсением в его судебных процессах. Да? Там еще ряд народных депутатов просят на поруку, взять на поруки владыки Арсения. Я, кстати, первый народный депутат, который это инициировал и, будучи еще в Украине, подал соответствующее письмо. Поэтому, что же касается Евгения Шевченко, значит, первое и самое главное – это история, связанная с тем, что его преследуют исключительно за то, чтобы другим было, скажем так, неповадно. Основная, смотрите, нужно понимать очень важные вещи, что основная, если будем говорить конкретно за Евгения Шевченко, вся его вина состоит в том, что он призывал к миру,
что он встал вместе со мной на защиту церкви и что он открыто Зеленскому указал на выход публично, значит, в своем телеграм-канале. Это его основная вина. Я дальше поставлю такие важные акценты для наших зрителей. И, конечно же, в дальнейшем все это подтвердится обязательно, что в этом деле нету никаких финансовых преступлений. Это полная выдумка и ложь. Это для того, чтобы как бы придать этому делу какую-то еще более значимость. Потому что основное же, значит, обвинение Евгению заключается в том, что его обвиняют в его высказываниях и в его критике власти, то есть Зеленского. Понимаете? Это исключительно преследование политически мотивированное, не более. Я вам больше скажу. Евгений, благодаря своим связям с Белоруссией, с Лукашенко, в начале войны делал вещи исключительно на благо нашей страны. Пока Зеленский и его окружение бежали, там, прятались там, и так далее, Евгений делал очень мужественные и патриотичные вещи. Но об этом, я думаю, он расскажет в будущем обязательно. И я хотел бы поставить очень важный акцент на том, что сегодняшнее предъявление народному депутату Евгению Шевченко пожизненного, это, значит, не так уж и надолго. Вот. И все обвинения подобные. Евгений Шевченко, он же не один. Таких же обвинений висят на тысячах политзаключенных в Украине. И все эти люди, мы очень надеемся, что они будут реабилитированы уже там в ближайшей исторической перспективе. Я не хочу говорить в ближайшее время, потому что вы видите, что на самом деле здесь прогнозирование высшего уровня, политическое прогнозирование даже не работает. Поэтому здесь мы исходим из таких вот обстоятельств. Исключительно политическое преследование для того, чтобы показать другим, что указывать Зеленскому на выход нельзя. Угу. Дмитрука когда экстрадируют из Лондона? Мы знаем, что прошли слушания, и, в общем, как бы вопрос так был на волоске подвешен. И вполне себе украинская Фемида могла бы добиться от английских коллег экстрадиции. Да, Дмитрука не надо экстрадировать. Дмитрук сам вернется в Украину, когда будет соответствующее этому придет время. Это первое. Второе. Да, вы очень правильно отметили, что я хотел бы напомнить, как это все начиналось, что когда я вынужденно прибыл в Лондон, то, собственно, сам Зеленский звонил или просил, или требовал, я уже не могу сказать, в каком контексте это было, да, именно, и как это воспринималось, но, значит, обращался к руководству Британии для того, чтобы можно было бы меня вернуть, потому что это не экстрадиция, вернуть в Украину без всяких юридических процессов. Также он звонил это что-то подобное, как мы с Христенко видели. Жил себе, жил в Дубае человек, а потом раз, и даже по юридическим документам он не выезжал из страны. Ну, просто приехал СБУшник, взяли его и отвезли. Да, это, скажем так, я не могу сказать, что эта ситуация там точно такая же, как у меня, да. Нет, это подобная эта ситуация. И так как сегодня террористический режим Зеленского, он осуществляет подобные, значит, акции на территории других стран за границей Украины. Там похищение людей, привезение их в багажнике там, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому Зеленский просил вернуть меня в Украину без юридической процедуры. Также он звонил, значит, другим представителям власти в Лондоне, да, и просил их поспособствовать этому. Я в это время проводил, конечно же, скажем так, усиленную, значит, программу по собственной безопасности, также, конечно, провел все необходимые юридические процессы. Слава Богу, Господь управил, что у меня были и есть хорошие адвокаты, в том числе Роберт Амстердам, и мы сразу об этом заявили публично, сразу это освещали и сделали все необходимые юридические процедуры. Но это не помешало тогда меня арестовать,
не мешало привести в тюрьму, из тюрьмы привести в суд. Суд был очень сложным, меня могли посадить в тюрьму и из тюрьмы также привести в Украину, но не классическая для этой ситуации, далеко не классическая, меня, значит, выпустили из суда, но исключительно под внесенный залог и под арест с браслетом на ноге. И уже более года эта история существует. И вот буквально более недели назад было, так сказать, главное судебное заседание по вопросу моей экстрадиции. Оно длилось в течение 5 дней, и я так сразу забегая наперед, скажу, что решение не было вынесено именно по истечению этих 5 дней, а 5 дней заканчивались в пятницу, потому что, как они говорят, мистер Зеленский прибыл в Лондон, да, а он является, скажем так, мягко говоря, определенных отношениях. Вот. Ну, скажу так, за время этого судебного процесса я давно не слышал такого количества раз мистер Зеленский, мистер Ямак и мистер Дмитрук. Да? Значит, что очень важно, мы с вами должны зафиксировать по истечению даже этих 5 дней. Подождите, объясните, просто не всем понятна ваша ирония. Да. То есть Зеленский прибывал в Лондон, поэтому решение не вынесли. Так есть сейчас решение об экстрадиции, или оно будет позже, или оно вынесено против, условно, желания Зеленского? Нет, важно сказать, что мой судебный процесс не закончился. То есть судебное заседание не закончилось по истечению 5 дней, как это предполагалось ранее, и оно продлится в декабре и в январе. То есть мое судебное заседание не закончилось. Просто вынести, скажем так, решение, которое было бы в мою сторону, да, мягко говоря, не смогли. Это мое предположение. Оно было неорганично в отношении того, что в это время приехал Зеленский. Еще раз скажу, это мое предположение. Да? Дальше. Давайте я очень немного, с вашего разрешения. Что очень важно, фундаментально было озвучено и зафиксировано в этом судебном процессе. Значит, самое важное – это то, что впервые за все время в Великобритании, в Лондоне, газета, издание, которое базируется здесь, написала о гонениях на Украинскую православную церковь в контексте моего дела. Очень важно, что эксперты со всего мира в этом судебном заседании говорили и сделали заключение о том, что в Украине, очень важно, что это происходит в Лондоне, в Украине есть политические религиозные преследования, о том, что в Украине это делает лично Ермак и Зеленский. Это были заключения международных экспертов. Это очень важно зафиксировать для того, чтобы наши зрители понимали, да, что мое дело не рассматривается как вопрос экстрадиции, потому что вопрос экстрадиции рассматривается, как правило, очень быстро. И принимается решение невыдачи человека в Украину, потому что там, например, война, например, ненадлежащие условия в тюрьмах, и вопрос закрывается. Нет, здесь вопрос рассматривается исключительно с политической точки зрения и разбирается, скажем так, на детали. Разбирается на детали. Это дело будет хрестоматийным, это дело в будущем поможет огромному количеству людей, которые будут сталкиваться с подобными ситуациями, потому что в этом деле затрагиваются очень большое количество аспектов от той же войны до политического, религиозного и других форм преследования в Украине, что зафиксировано. Поэтому, подытожив, не углубляя наших зрителей во все детали истязания и унижения, которые происходили в этом судебном процессе, скажу, что судебный процесс продолжается. Вопрос о моей экстрадиции до сих пор повис в воздухе, и мы продолжаем участвовать в этом судебном процессе. Важно, как для вас, Александр, тоже, что вопрос санкций поднимался в этом судебном процессе, и эксперты тоже дали свое заключение о том, что это является явным и очевидным политическим преследованием. Да, и это тоже очень важно. Были зафиксированы, конечно же. Никого не останавливает, потому что на днях санкции Союз православных журналистов против этой организации ввел Зеленский, что абсолютно какая-то дикость. То есть
Я не хочу сказать, что, ну, в общем, деятельность этих журналистов, которые там, ну, есть просто миряне, да, есть, которые с санами церковными Украинской Православной Церкви, разные есть, да, но это же не острая история, то есть это освещение деятельности церкви, христианства, вопросы там службы, вопросы веры, вопросы, ну, такие мировоззренческие, что ли. Видите, как все под санкции попало, даже это. Я бы хотел... Прошу прощения, Александр, можно еще 2 слова? Я скажу, это вот предельно важно, что впервые в этом судебном заседании эксперты утвердили решение о том, что вот эти все обвинения, как и по отношению к вам, и к другим нашим коллегам, и друзьям, и так далее, заявления о врагах, пророссийских, предателях и так далее и тому подобное, это все было четко зафиксировано и записано, это исключительно инструмент власти Зеленского по подавлению там, инакомыслия и людей с другими политическими взглядами. Это очень важно зафиксировать. А что касается того, что вот ничего не меняется, ну, послушайте, вода камень точит. Понятно, что сегодня это зрительно обозримо. Вот нам кажется, что это ни на что не повлияет. Но уже в очень близком будущем это дело может стать, знаете, как Зеленский говорил, приговором для него. Потому что зафиксированы вещи, которые ранее, тем более здесь, никогда не озвучивались и не фиксировались. А у Зеленского есть паспорт британский? Кстати, вот я с подписчиками своими, мне писали, обсуждали вопрос касательно того, что, опять же, это обсуждение. Есть ли у Зеленского российский паспорт, есть ли у Зеленского британский паспорт и еще ряд паспортов. И я думаю, что, конечно же, есть. Это объективно и очевидно. Но утверждать это я не могу, поскольку я не делал соответствующее там, значит, обращение и не получал соответствующие ответы. Я думаю, что, значит, европейские страны, западные страны не дадут нам, тем более сейчас, такого ответа, поскольку еще вам такой маленький тезис дам о том, о чем говорят внутри британского общества, что, значит, Ми-6 знает намного больше, чем, значит, эксперты, журналисты и политики в Украине о преступлениях и коррупции Зеленского, но, значит, он сукин сын, но наш сукин сын, да, и пока он наш, он будет делать то, что делает, невзирая на огромное количество преступлений и коррупции и всего-всего-всего остального. Ну, вот. То есть он на крючке поэтому... Ми-6, вы хотите сказать? Я хочу сказать, что это, значит, такое мое мнение. Я просто почему сюда захожу, потому что суд Лондона, если есть какие-то, ну, в общем, а там паспорт, а если его нет, а если он есть, сразу как бы отсюда... Смотрите, я думаю, мое мнение, я думаю, что есть и не один. И поэтому, когда бедного Труханова там снимают с должности за паспорта, да, то у Зеленского это 100-кратно может происходить. Это мое субъективное мнение. И я еще хотел бы важно очень отметить, многим людям, которые интересуются вопросом международного права, будет интересно услышать, что, например, на этом судебном заседании разбирались мои заявления, в том числе в Телеграме, в эфирах и так далее. Украинская сторона прислала вот такую пачку документов. На примере самых интересных кейсов это был вопрос того, что я заявил, что Зеленский имеет прямое отношение к убийству Чарли Кирка и покушению на Дональда Трампа. И это разбиралось несколько часов. Я отвечал на трибуне перед прокурором и судьей, и они спросили, вы понимаете, что это очень серьезное заявление? Я сказал, конечно, понимаю. Именно поэтому я это сделал. Ну и продолжил рассказывать еще за преступление Зеленского, но меня всегда старались остановить в этом процессе. Поэтому сегодня на суде у меня спрашивают даже за то, о чем я с вами разговариваю. Не знаю, тут радоваться это по этому поводу или грустить. Вы так Одессу упомянули, я в завершении, чтобы точку поставить, хотел бы о ситуации в Одессе с вами поговорить. Сегодня стало известно, что женщина, снимавшая ролик, несколько роликов на своем аккаунте в ТикТок, выкладывавшая, а у нее там 150 тысяч подписчиков, получила срок
5 лет тюрьмы. Ну, это, конечно, нечто. Слушайте, 5 лет тюрьмы, причем 2 года, может быть, испытательный срок. В общем, женщина, что пишут, да, в решениях суда? Значит, видео с работой ТЦК с комментариями, которые, по версии следствия, имели деморализирующий эффект, призывали уклоняться от службы и могли быть использованы Россией. А? Какой Одесский суд? Вот скажите, пожалуйста, Александр, могли ли подумать русские, что вообще власть в Украине сможет делать то, что русские даже бы никакими бы ИПСО, никакими бы видео, никакими бы фильмами не смогли бы реализовать? Такую дискредитацию, как делает, собственно, Зеленский и его власть по отношению к украинским гражданам. Ну, совсем же недавно было, Потураев заявил о том, что видео ТЦК — это ИПСО, что это искусственный интеллект и так далее. Так вот, Одесса. Одессу перемолят чекисты у власти? Нет, конечно, нет, конечно. Ну, подождите, ну, опять-таки, ну, обнесли этим фанерой Пушкина. Никто Да. же даже там, ладно там сносить, никто же даже не подошел, ничего не написал маркером или ручкой на этих кубах, только вот эти символы Азова там, ну и типа, ну, приближенно к украинским флагам. То есть никто даже никаких вообще телодвижений по этому поводу не сделал. Ну, Труханов сидит себе под домашним арестом, ну и пускай сидит, все уже забыли. Зато Лысак проводит месячник чистоты, заметает там по Одессе. То есть, Да, как бы да. всех все устраивает. Да, именно так. Я хочу все-таки подтвердить свой ответ, что Одессу мы не потеряем. Одесса пережила многое. Одесса – это культурный, духовный, исторический, очень насыщенный город. Знаете, как в Одессе любят так шутить с долей, значит, шутки в этом вопросе, что особенно это стало актуально, когда многие начали заявлять, делить как Крым, помните раньше? Одесса – это русский город, Одесса – это украинский город там, и так далее. Да? Но сегодня больше всего мы слышим о том, что Одесса там, это украинский город и так далее. Так одесситы отвечают на это следующим образом. Одесса не русский город, и Одесса не украинский город, а Одесса – это Одесса. И исходя из такой, знаете, практической точки зрения, объективно это могло бы быть именно так. Одесса могла бы жить очень хорошо, самостоятельно и дружить со всеми своими соседями. Но это вопрос совершенно другой. А я подытожу, скажу, что Одессу мы не потеряем. Все то, что происходит сейчас, это очень временно. И если даже мы сейчас не видим каких-то факторов противостояния, там, значит, снесения того корпуса деревянного. Я знаю о внутренних настроениях одесситов, о отношении одесситов к тому, что происходит. Поэтому как бы ни старались сломать мой любимый город, нашу родную Одессу, наш культурный, духовный центр, этого не получится. Поставят Лысака или другого, или что бы ни делали. Но этого сделать не получится. А что же касается Труханова, ну, послушайте, здесь вопрос в чем? Я вот отвечу очень коротко, и я думаю, вы и зрители меня поймут. Ну, трудно найти человека, наверное, который более выступал против Труханова, чем я, всячески и политически, и практически. Но, вы знаете, когда спросили у харьковчан, а если вот у вас такое было, то харьковчане ответили: мы бы десятки тысяч людей вышли бы и отстояли нашего мэра. Вот. В Одессе такого нет по причине того, что у мэра Труханова, как многие эксперты заблуждаются, говорят о том, что это Труханов был важен для Одессы и для одесситов, это было не так. Потому что Труханов, на самом деле, весь свой, значит, срок пребывания у власти совершал исключительно преступления по отношению к Одессе и одесситам. Но подытожу, скажу, что то, что происходит сейчас, это, конечно же,
не в рамках закона и точно не то, как должна действовать власть. Ну, я же говорю, я в этом контексте даже не разговариваю, потому что я не считаю власть властью, а считаю это исключительно террористическим режимом во главе с Зеленским. Вот. Поэтому, подводя вопрос по Одессе, Одесса не пропадет не без Труханова и не при там каком-то военном руководстве. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Да, спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.